Я ощутил озноб. Сердце начало колотиться. Я поднялся. Дон Хуан обошел вокруг меня, как бы рассматривая мое тело под всеми возможными углами. Он сделал мне знак сесть и продолжать писать. Если будешь слишком испуган, ты не сможешь провести свое свидание. Воин должен быть спокоен и собран, и никогда не должен ослаблять свои хватки. «Я действительно испуган», — сказал я. «Бабочка или не бабочка, но что-то там ползает по кустам». «Конечно, это она», — воскликнул он. «Я возражаю против того, что ты настаиваешь на восприятии ее как человека, точно так же, как ты настаивал на восприятии разговора с койотом». Какая-то часть меня полностью поняла, что он хочет сказать. Но был и другой аспект меня самого, который не желал отступить и, вопреки очевидному, накрепко вцепился в рассудок. Я сказал Дону Хуану, что его объяснения не удовлетворяют мои чувства, хотя интеллектуально я полностью согласен с ним. «В этом слабая сторона слов», — сказал он ободряюще. «Они заставляют нас чувствовать себя осведомленными, но когда мы оборачиваемся, чтобы взглянуть на мир, они всегда предают нас, и мы опять смотрим на мир, как обычно, без всякого просветления. Поэтому маг предпочитает действовать, а не говорить. В результате он получает новое описание мира, в котором разговоры не столь важны, а новые поступки имеют новые отражения. Он сел рядом, посмотрел мне в глаза и попросил рассказать о том, что я действительно видел в Чапарале. На секунду меня охватило чувство полной неопределенности. Я видел темную фигуру человека, но видел и то, как эта фигура превратилась в птицу. Таким образом, я видел больше, чем мой разум позволял мне считать вероятным. Но что-то во мне сопротивлялось возможности совершенно отбросить разум. Я предпочел выбрать отдельные детали моего опыта, такие как размеры и общие очертания темной фигуры, и, удерживая их как разумную возможность, предпочел проигнорировать другие. Например, то, что темная фигура превратилась в птицу. Таким образом, я убедил себя, что видел человека. Когда я рассказал о своем затруднении, Дон Хуан расхохотался. Он сказал, что рано или поздно объяснение магов придет мне на помощь. И тогда все станет совершенно ясным, без необходимости быть разумным или неразумным. А пока все, что я могу для тебя сделать, гарантировать, что это был не человек. Взгляд Дона Хуана стал беспокоящим. Я почувствовал себя неуютно и занервничал. «Я ищу отметки на твоем теле», — объяснил он. «Может, ты этого и не знаешь, но сегодня вечером мы побывали в хорошей переделке». «Что за отметки ты ищешь?» «Не физические отметки, а знаки, указания на твоих светящихся волокнах, области особого свечения. Мы — светящиеся существа, и все, что мы делаем и чувствуем, бывает видно в наших волокнах. У людей есть яркость, свойственная только им. Это единственный способ отличить их от других светящихся существ. Если бы ты видел сегодня вечером, то заметил бы, что фигура в кустах не была светящимся живым существом. Я хотел продолжить расспросы, но он приложил руку к моим губам и прошептал, чтобы я прислушался и попытался услышать тихое шуршание, мягкие приглушенные шаги бабочки по сухим листьям и веткам на земле. Я ничего не слышал. Дон Хуан резко встал, взял лампу и сказал, что мы перейдем под Рамаду. Он вывел меня через черный ход и обвел вокруг дома по краю Чапараля вместо того, чтобы просто пройти через комнату и выйти через переднюю дверь. Он объяснил, что нам важно дать знать о своем присутствии. Мы наполовину обошли дом с левой стороны. Дон Хуан шел очень медленно, с трудом передвигая ноги. Трясущимися руками он держал лампу, освещая путь. Я спросил, что с ним случилось. Подмигнув мне, он прошептал, что большая бабочка, рыскающая вокруг, ожидает свидания с молодым человеком, и что шаркающая походка немощного старика была явным способом показать, с кем из нас она должна встретиться. Когда мы, наконец, подошли к крыльцу, Дон Хуан повесил лампу на балку, усадил меня спиной к стене, а сам сел справа. «Мы будем сидеть здесь», — сказал он. «Пиши и говори со мной, как обычно. Бабочка, которая бросилась на тебя сегодня ночью, прячется в кустах неподалеку. Через некоторое время она подойдет, чтобы взглянуть на тебя. Вот почему я повесил лампу над твоей головой. Свет поможет бабочке найти тебя. Когда она подойдет к краю кустов,
то позовет тебя. Это очень специфический звук. Он сам по себе может помочь тебе. Что это за звук, Дон Хуан? Это песня, навязчивый зов, который производит бабочка. Обычно его нельзя услышать, но бабочка, которая находится там в кустах, редкая бабочка. Ты будешь явно слышать ее зов, и при условии, что ты будешь неуязвим, он останется с тобой до конца твоей жизни. Чем он мне поможет? Сегодня ночью ты попытаешься закончить начатое раньше. Видение приходит только тогда, когда воин способен остановить внутренний диалог. Сегодня ты своей волей остановил его там, в кустах. И ты видел. То, что ты видел, не было ясным. Ты думал, что это был человек. Я говорю, что это была бабочка. Мы оба не правы. Но это потому, что нам приходится говорить. Я, однако же, имею преимущество, потому что я вижу лучше тебя. И потому что знаком с объяснением магов. Поэтому я знаю, хотя и не абсолютно, что фигура, которую ты видел, была бабочкой. А сейчас молчи, ни о чем не думай и дай возможность той бабочке прийти к тебе опять. Я едва был способен записывать. Дон Хуан засмеялся и попросил меня продолжать, как ни в чем не бывало. Он взял меня за руку и сказал, что ведение записей является моим самым лучшим щитом. «Мы никогда не говорили о бабочках», — сказал он. «Но сейчас пришло время. Как ты уже знаешь, твой дух воина неуравновешен. Чтобы уравновесить его, я научил тебя жить, как подобает воину. Воин начинает с уверенности, что его дух неуравновешен, а затем, с полным осознанием, но без спешки и медлительности, он делает все лучшее для достижения этого равновесия. В твоем случае, как и в случае с каждым человеком, твоя неуравновешенность вызвана общей суммой всех твоих поступков. К настоящему времени твой дух, кажется, готов к разговору о бабочках. Откуда ты это знаешь? Я заметил отблеск бабочки, рыскающей вокруг, когда ты приехал. Впервые она была так дружелюбна и открыта. Я видел ее и прежде, в горах возле дома Хинаро, но тогда она была угрожающей фигурой, отражающей отсутствие порядка в тебе. В этот момент я услышал странный звук. Он был похож на приглушенный треск ветвей, трущихся друг от друга, или на работу небольшого моторчика, находящегося в отдалении. Он менял тональность, создавая неуловимый ритм. Неожиданно он прекратился. «Это была бабочка», — сказал Дон Хуан. «Возможно, ты уже заметил, что хотя свет лампы достаточно яркий, чтобы привлечь насекомых, ни одно из них не прилетело». Я не обращал на это внимания и только сейчас заметил невероятную тишину в пустыне вокруг дома. «Не становись непоседливым», — сказал он. «В мире нет ничего такого, чего воин не должен принимать в расчет. Видишь ли, воин рассматривает себя как бы уже мертвым, поэтому ему нечего терять. Самое худшее с ним уже случилось. Поэтому он ясен и спокоен. Если судить о нем по его поступкам, то никогда нельзя заподозрить, что он замечает все». Слова Дона Хуана, а еще больше его настроение, подействовали на меня успокаивающе. Я сказал ему, что в своей повседневной жизни уже больше не испытываю прежнего захлестывающего страха, но теперь мое тело содрогается от испуга при одной мысли о том, что находится там, в темноте. «Там есть только знание», — сказал он, как само собой разумеющееся. «Знание пугающее, это правда. Но если воин и принимает пугающую природу знания, то он отбрасывает саму возможность ужасаться». Странный воркующий звук раздался снова. Он казался ближе и громче. Я внимательно слушал. Чем больше внимания я ему уделял, тем труднее было определить его природу. Оттенок каждого звука был богатым и глубоким. Он не походил на крик птицы или животного. Одни звуки производились в низком ключе, другие — в высоком. Они имели особую длительность. Некоторые были протяжными. Я слышал их отдельные ноты. Другие были короткими, они сливались вместе, как звуки пулеметной очереди. «Бабочки являются глашатаями, или, лучше сказать, стражами вечности», сказал Дон Хуан после того, как звук прекратился. «По какой-то причине они являются хранителями золотой пыли вечности». Эта метафора была мне незнакома,
Я попросил объяснить ее. «Бабочки несут пыльцу на своих крыльях», — сказал он. «Темно-золотую пыль. Эта пыль является пыльцой знания». Его объяснение сделало метафору еще более смутной. Какое-то время я раздумывал, пытаясь получше сформулировать вопрос, но он заговорил вновь. «Знание — это особая вещь», — сказал он. «Специально для воина. Знание для воина является чем-то таким, что приходит сразу, поглощает его и проходит. Но какая связь между знанием и пылью на крыльях бабочки?» — спросил я после длинной паузы. Знание приходит, летя как крупицы золотой пыли, той самой пыльцы, которая покрывает крылья бабочек, поэтому для воина знание похоже на ливень, на пребывание под дождем из крупиц темно-золотой пыли. Как можно вежливее, я заметил, что его объяснения смутили меня еще больше. Он засмеялся и заверил меня, что говорит вполне осмысленные вещи, вот только мой разум не позволяет мне чувствовать себя хорошо. Бабочки были близкими друзьями и помощниками магов с давних времен. Я не касался этой темы раньше, потому что ты не был к ней готов. Но как может пыльца на их крыльях быть знанием? Ты увидишь. Положив руку на мой блокнот, он велел закрыть глаза и умолкнуть, ни о чем не думая. Он сказал, что зов бабочки из Чапараля поможет мне. Если я буду внимателен к нему, то он расскажет мне о необычных вещах. Он подчеркнул, что не знает, как будет установлена связь между мной и бабочкой, так же, как не знает, каковы будут условия этой связи. Он велел мне чувствовать себя легко и уверенно, и доверять своей личной силе. Хотя я вначале беспокоился и нервничал, но добился того, чтобы начать отключать свой внутренний диалог. Мыслей постепенно становилось все меньше, пока мой ум не стал совершенно чистым. Когда я стал более спокоен, звуки в Чапарале, казалось, вовсе исчезли. Странный звук, который, по словам Дона Хуана, производила бабочка, возобновился вновь. Он воспринимался как ощущение в моем теле, а не как мысль. Я понял, что он не был угрожающим. Он был милым и простым. Он почему-то напоминал ребенка и вызывал воспоминания о маленьком мальчике, которого я знал когда-то. Длинные звуки напомнили мне о его круглой белой голове, короткая стаккато звуков о его смехе. Очень сильное чувство охватило меня, но мыслей все же не было. Я чувствовал сильную боль во всем теле. Сидеть я больше не мог и завалился на бок. Моя печаль была так велика, что я начал думать. Я взвесил свою боль и печаль и внезапно оказался в самой гуще внутренних споров о маленьком мальчике. Воркующий звук исчез. Мои глаза были закрыты. Я услышал, как Дон Хуан поднялся, а затем почувствовал, что он помогает мне сесть. Говорить не хотелось. Он тоже молчал. Я услышал, что он двигается рядом со мной, и открыл глаза. Он стоял возле меня на коленях и рассматривал мое лицо, держа возле него лампу. Он велел мне положить руку на живот, поднялся, пошел на кухню и принес воды. Он плеснул мне немного в лицо, а остальное дал выпить. Он сел рядом и подал мне мои записи. Я рассказал ему, что звук вызвал у меня очень болезненные воспоминания. «Ты индульгируешь сверх всякой меры», — сухо сказал он. Казалось, он задумался, как бы подыскивая подходящую фразу. «Твоя задача на сегодняшнюю ночь — видение людей», — сказал он наконец. «Сначала ты должен остановить свой внутренний диалог. Затем ты должен вызвать образ лица, который ты захочешь увидеть. Любая мысль, которую ты удерживаешь в уме в состоянии внутреннего молчания, равносильна команде, поскольку там нет других мыслей, способных соперничать с ней. Сегодня ночью бабочка в кустах хочет помочь тебе, поэтому она будет петь для тебя. Эта песня принесет тебе золотую пыль, и ты увидишь выбранного тобой человека». Я хотел узнать подробности, но он жестом прервал меня и велел продолжать. После нескольких минут борьбы я смог остановить внутренний диалог. Затем я произвольно задержал мысль о своем друге. Мне показалось, я закрыл глаза всего лишь на мгновение, и вдруг понял, что кто-то трясет меня за плечи. Я медленно приходил в себя. Открыв глаза, я увидел, что лежу на левом боку.
Очевидно, я заснул так глубоко, что даже не заметил, как упал на землю. Дон Хуан помог мне сесть. Засмеявшись, он изобразил мое храпение и сказал, что если бы он своими глазами не видел, как это произошло, он никогда бы не поверил, что можно так быстро заснуть. Добавив, что забавно наблюдать за мной, когда я делаю что-нибудь выходящее за рамки моего понимания, он забрал у меня блокнот и сказал, что мы должны начать все сначала. Я прошел необходимые ступени. Вновь услышал странный воркующий звук. На этот раз он исходил не из чапараля, он шел как бы изнутри меня, словно его издавали мои губы, руки и ноги. Звук, казалось, поглотил меня. Я чувствовал, словно какие-то мягкие шарики летели не то в меня, не то от меня. Это было успокаивающее, захватывающее ощущение, как будто тебя бомбардируют тяжелыми ватными шариками. Внезапно я услышал, как ветер распахнул дверь и опять начал думать. Я думал о том, что испортил еще один шанс. Я открыл глаза и увидел, что нахожусь в своей комнате. Все предметы на письменном столе лежали так же, как я их оставил. Дверь была открыта, снаружи дул сильный ветер. Мне пришла в голову мысль, что нужно проверить кипятильник. Затем я услышал постукивание по окну, которое я сам закрыл, и которое плохо прилегало к раме. Это был отчаянный стук, как будто кто-то хотел войти. Я ощутил приступ страха. Поднявшись с кресла, я вдруг почувствовал, что что-то тащит меня. Я закричал. Дон Хуан тряс меня за плечи. Я возбужденно пересказывал ему свое видение. Оно было таким живым, что я все еще дрожал. Я ощущал себя так, словно только что перенесся из-за своего письменного стола во плоти и крови. Дон Хуан с недоверием покачал головой и сказал, что я просто гений в том, как я себя дурачу. Его, казалось, не впечатлило то, что я сделал. Он просто отказался обсуждать это и велел мне смотреть вновь. Опять я слышал мистический звук. Он приходил ко мне, как сказал Дон Хуан, в виде дождя золотых крупинок. Я не ощущал, чтобы это были плоские пластинки или чешуйки, как он их описывал, а скорее как сферические пузырьки, и они плыли ко мне. Один из них разорвался перед моими глазами и раскрылся, открывая странный предмет. Он был похож на гриб. Я смотрел на него, и это явно не было сном. Грибовидный предмет оставался неизменным в поле моего зрения, а затем подскочил, как если бы свет, который заливал его, был выключен. Наступила темнота. Я ощутил дрожь, очень неприятный толчок, а затем внезапно понял, что меня трясут. Чувства мои сразу же включились. Дон Хуан сильно тряс меня, а я смотрел на него. Должно быть, в этот момент я только что открыл глаза. Он брызнул мне в лицо водой. Ощущение холода было очень резким. После секундной паузы он захотел узнать, что случилось. Я пересказал ему каждую деталь моего видения. «Но что я видел?» — спросил я. «Своего друга», — съехидничал он. Я засмеялся и терпеливо объяснил, что видел грибовидную фигуру, и хотя у меня не было никаких критериев, чтобы судить о ее размерах, но думаю, что она была около фута длиной. Дон Хуан подчеркнул, что только чувства тут идут в счет. Он сказал, что это мои чувства вызвали то состояние существа предмета, которое я видел. По твоему описанию и по твоим чувствам я могу заключить, что твой друг должен быть очень красивым человеком, сказал он. Я был озадачен его словами. Он сказал, что грибовидные образования были основной формой человеческих существ, когда маг видел их на большом расстоянии. Но когда он прямо смотрит на человека, которого видит, то человеческие качества проявляются как яйцевидное образование светящихся волокон. «Ты не был лицом к лицу со своим другом», — сказал он. «Поэтому он показался тебе грибом». Почему это так, Дон Хуан? Никто не знает. Просто таким способом люди являются в этом особом типе видения. Он добавил, что каждая черта в грибовидном образовании имеет особое значение, и что для начинающего невозможно точно истолковать, что означает тот или иной признак. Затем ко мне пришло воспоминание, озадачившее меня. Несколькими годами раньше, в состоянии необычной реальности, вызванном приемом психотропных растений, я испытал или ощутил, глядя на водный поток,
как ко мне плыли пузырьки, которые поглощали меня. Те золотые пузырьки, которые я только что видел, летели ко мне и захватывали меня точно таким же образом. Фактически, я мог бы сказать, что и те, и другие пузырьки имели одинаковую структуру и одинаковый паттерн. Дон Хуан выслушал мои комментарии без интереса. «Не трать свою силу на мелочи», — сказал он, — «когда имеешь дело с бесконечностью». Движением руки он указал на Чапараль. «Если ты превратишь это величие в разумность, то ничего этим не добьешься. Окружающая нас здесь сама вечность. И заниматься тем, чтобы уменьшать ее до уровня управляемой чепухи, не только глупо, но и крайне вредно». Затем он настоял на том, чтобы я попытался увидеть еще кого-нибудь из круга моих знакомых. Он сказал, что когда видение закончится, я должен постараться раскрыть глаза и сам пробиться на поверхность до полного осознания окружающего. Я добился успеха в том, чтобы удержать картинку другой грибообразной структуры, но если первая была желтоватая и небольшая, то вторая была белесой, крупнее и плотнее первой. К тому времени, когда мы закончили разговор о двух только что увиденных мною формах, я позабыл о бабочке в кустах, которая так занимала меня недавно. Я сказал Дону Хуану, что меня удивляет, с какой легкостью я оказался способен отбросить то, что так недавно потрясло меня. Казалось, я стал не тем человеком, которого знал всегда. «Не понимаю, почему ты поднимаешь из-за всего этого такой шум», — сказал Дон Хуан. «Всегда, когда прекращается диалог, мир разрушается, и на поверхность выходят незнакомые грани нас самих, как если бы до этого они содержались под усиленной охраной наших слов. Ты такой, какой ты есть, потому что ты говоришь это себе». После короткого отдыха Дон Хуан попросил меня продолжить вызывать друзей. Он сказал, что здесь важно постараться видеть так много раз, насколько это возможно, чтобы установить мостик для чувства. Я вызвал по очереди 32 человека. После такой попытки он требовал детального описания всего, что я ощущал в своем видении. Однако он изменил эту процедуру, когда я стал осуществлять ее более успешно. Он судил по тому, что я стал останавливать внутренний диалог за несколько секунд, стал способен открывать глаза сам в конце каждого опыта и восстанавливал обычную деятельность без всякого перехода. Я заметил эту перемену, когда мы обсуждали окраску грибовидных образований. Он указал, что это была не окраска, но сияние переменной интенсивности. Я уже собирался описать желтоватое сияние, которое только что видел, как вдруг он прервал меня и точно описал сам, что именно я видел. Начиная с этого момента, он описывал содержание каждого видения, но не так, как если бы ориентировался с моих слов, но как если бы видел это сам. Когда я попросил его прокомментировать это, он просто отказался говорить на эту тему. К тому времени, когда я вызвал уже 32 человека, я сообразил, что видел большое разнообразие грибовидных форм и сияний, и испытывал по отношению к ним целую гамму чувств, начиная от тихого восхищения, кончая откровенным отвращением. Дон Хуан объяснил, что светимости людей наполнены образованиями, которые могут быть желаниями, проблемами, печалями, заботами и так далее. Он сказал, что только очень могучий маг может расшифровать значение этих образований, и что я должен быть доволен тем, что просто вижу общие очертания людей. Я устал. Созерцание этих странных форм вызвало у меня довольно неприятное чувство обреченности. Казалось, они поймали меня в ловушку. Дон Хуан велел мне писать, чтобы рассеять мрачное настроение. После некоторой паузы, во время которой я так и не смог ничего написать, он попросил меня вызвать тех людей, которых он сам будет выбирать. Появилась новая серия форм. Они были похожи не на грибы, а скорее на японские чашечки для саке, перевернутые вверх дном. У некоторых было образование, похожее на голову, как ножка у чашки для саке, другие были округлыми. Их очертания были спокойными и приятными. Я чувствовал, что в них заключалось какое-то врожденное чувство счастья или что-то вроде этого. Они парили, как бы не связанные земным тяготением, которое приковывало к себе предыдущие формы.
Каким-то образом один этот факт ослабил мою усталость. Среди тех людей, которых он выбирал, был и его ученик Элихио. Когда я вызвал видение Элихио, то ощутил толчок, который выбил меня из состояния наблюдения. Элихио был длинной белой формой, которая качнулась, дернулась и, казалось, прыгнула на меня. Дон Хуан объяснил, что Элихио очень талантливый ученик, и что он, без сомнения, заметил, что кто-то видит его. Другим был Паблито, ученик Дона Хенаро. Видение Паблито привело меня в еще большее потрясение, чем видение Элихио. Дон Хуан так смеялся, что слезы потекли у него по щекам. «Почему эти люди имеют другую форму?» – спросил я. «У них больше личной силы», – заметил он. «Как ты мог заметить, они не привязаны к земле». «Что дало им такую легкость? Они что, такими родились?» «Все мы рождаемся легкими и парящими, но постепенно наша форма становится фиксированной и прикованной к земле. Мы сами себя такими делаем. Пожалуй, можно сказать, что эти люди имеют другую форму, потому что живут как воины. Однако важно не это. Сейчас важно то, что ты подошел к грани. Ты вызвал 47 человек, и тебе осталось вызвать только одного». Тут я вспомнил, что несколько лет назад в разговоре о магии зерна он сообщил мне, что количество зернышек для этого колдовства 48. Но так и не сказал почему. Я снова спросил его об этом. 48 — это наше число, сказал он. Именно оно делает нас людьми. Я не знаю почему. Не трать свою силу на идиотские вопросы. Он поднялся, потянулся всем телом и велел мне сделать то же. Я заметил, что на востоке появилась полоска светлого неба. Затем мы сели, и он приложил губы к моему уху. «Последний человек, которого ты собираешься вызвать, это Хенаро, настоящая звезда», — прошептал он. Я почувствовал волну возбуждения и любопытства. Я вновь прошел через все требуемые ступени. Странный звук, доносящийся из чапараля, стал живым и приобрел новую силу. Я почти забыл о нем. Золотые пузырьки охватили меня, а затем в одном из них я увидел самого Дона Хенаро. Он стоял передо мной, улыбаясь, держа шляпу в руке. Я поспешно раскрыл глаза, собираясь заговорить с Доном Хуаном, но застыл в полной растерянности, не в силах вымолвить ни слова. По телу у меня пробежал озноб. Сам Дон Хенаро стоял передо мной. Я повернулся к Дону Хуану. Он улыбался. Потом оба громко расхохотались. Я тоже попытался смеяться, но не смог и вскочил. Дон Хуан подал мне чашку воды. Автоматически я выпил ее. Дон Хенаро почесал голову, скрывая усмешку. «Разве ты не собираешься поздороваться с Хенаро?» — спросил Дон Хуан. Мне стоило огромных усилий привести в порядок свои мысли и чувства, пока я смог, наконец, выдавить какие-то приветствия. Дон Хенаро поклонился. «Ты звал меня, верно?» — спросил он, улыбаясь. Я пробормотал, что просто поражен его появлением. «Он звал тебя», — вставил Дон Хуан. «Что ж, вот и я», — сказал Дон Хенаро. «Что вам угодно, сударь?» Я медленно приходил в себя, и, наконец, ко мне пришло внезапное озарение. С необыкновенной ясностью я понял, что в действительности произошло. Дон Хенаро гостил у Дона Хуана. Увидев мою машину, он спрятался в кустах и оставался там до наступления темноты. Я считал доказательства убедительными. Время от времени Дон Хуан подталкивал меня в нужном направлении и таким образом управлял развитием событий. В нужный момент Дон Хенаро позволил мне заметить свое присутствие, а когда мы с Доном Хуаном бежали обратно к дому, он следовал за нами самым очевидным образом, чтобы увеличить мой страх. Затем он скрылся в чапарале, время от времени издавая те странные звуки по знаку Дона Хуана. Последний знак «выйти из кустов» Дон Хуан, должно быть, дал, когда мои глаза были закрыты. Как раз тогда, когда он попросил меня вызвать Дона Хенаро. Очевидно, что тогда Дон Хенаро поднялся на веранду и ждал, пока я не открою глаза, чтобы испугать меня до потери сознания. Единственное несоответствие в моей логической схеме было связано с тем, что я действительно видел, как человек, прятавшийся в кустах, превратился в птицу, и что в первый раз Дон Хенаро предстал предо мною как видение в золотом пузырьке.
В моем видении он был одет точно так же, как в действительности. Не найдя убедительного способа объяснить эти несоответствия, я, как обычно в подобных случаях, заключил, что эмоциональный стресс мог сыграть важную роль в том, что я считал своим видением. При мысли о том, что все происшедшее было всего лишь розыгрышем, мною овладел истерический смех. Я рассказал им о своих умозаключениях. Оба раскатисто захохотали. Мне казалось, что этот смех их выдает. «Ты прятался в кустах, не так ли?» — спросил я Дона Хенару. Дон Хуан сел, схватившись за голову обеими руками. «Нет, я не прятался», — сказал Дон Хенаро терпеливо. «Я был далеко отсюда, но ты позвал меня, и я пришел повидаться с тобой». «А где ты был, Дон Хенаро?» «Далеко». «Как далеко?» Дон Хуан, прервав меня, сказал, что Дон Хенаро оказал мне любезность, и я не должен спрашивать, где он был, потому что он был нигде. Дон Хенаро стал меня защищать и сказал, что все в порядке и что я могу спрашивать о чем угодно. «Но если ты не прятался около дома, то где же ты был, Дон Хенаро?» — спросил я. «Я был у себя дома», — сказал он с большой важностью. «В Центральной Мексике?» «Да, это единственный дом, который у меня есть». Они взглянули друг на друга и опять расхохотались. Я знал, что они дурачат меня, но предпочел не копаться в этом вопросе дальше, решив, что у них должны быть причины для таких сложных трюков. Я сел. Вдруг у меня появилось весьма странное ощущение раздвоения. Одна часть меня совсем не была шокирована и могла принять любые поступки Дона Хенаро или Дона Хуана за чистую монету. Но была и другая, которая совершенно отказывалась сделать это. Это была моя самая сильная часть. В итоге я пришел к выводу, что только на интеллектуальном уровне принял описание мира магии, которое дал мне Дон Хуан, тогда как мое тело, как целостность, отказывалось от него. В этом и была моя дилемма. Но затем с годами моей связи с Доном Хуаном и Доном Хенаро я испытал необычайные вещи. И это уже был не интеллектуальный опыт, а опыт тела. Немногим ранее, этой же ночью, я выполнил бег силы, который, с точки зрения моего интеллекта, являлся невообразимым достижением. И более того, сегодня у меня были невероятные видения, являвшиеся, по моему желанию, без каких-либо вспомогательных средств. Я объяснил им природу моей мучительной и в то же время оправданной растерянности. «Этот парень гений», — сказал Дон Хуан Дону Хенаро, недоверчиво качая головой. «Ты ужасный гений, Карлитос», — сказал Дон Хенаро, как бы передавая сообщение. Они уселись по сторонам от меня. Дон Хуан справа, а Дон Хенаро слева. Дон Хуан заметил, что скоро наступит утро. В этот момент я опять услышал зов бабочки. Он шел теперь с другой стороны. Я посмотрел на них обоих, выдерживая их взгляд. Моя логическая схема начала распадаться. Звук обладал гипнотизирующей глубиной и силой, богатством оттенков. Затем я услышал мягкие приглушенные шаги, словно кто-то осторожно ступал на сухую подстилку. Воркующий звук раздался ближе, и я прижался к Дону Хуану. Он сухо велел мне видеть это. Я сделал громадное усилие. До сих пор я был уверен, что бабочка — это Дон Хенаро, но Дон Хенаро сидел рядом со мной. Но что же тогда было в кустах? Бабочка? Воркующий звук эхом отдавался у меня в ушах. Мне никак не удавалось прекратить внутренний диалог. Хотя я и слышал звук, но не мог почувствовать его в своем теле, как делал это раньше. Я слышал отчетливые шаги. Что-то пробиралось в темноте. Послышался громкий треск, словно кто-то наступил на сухую ветку, и внезапно меня охватило пугающее воспоминание. Несколько лет назад я провел ужасную ночь в диких горах и подвергся нападению чего-то огромного, но очень легкого и мягкого, что вновь и вновь наступало мне на шею, пока я, скорчившись, лежал на земле. Дон Хуан объяснил мне то событие как встречу с союзником, мистической силой, которую маг выучивается воспринимать как существо. Я плотнее прижался к Дону Хуану и шепотом рассказал ему о своем воспоминании. Дон Хенаро на четвереньках подполз к нам, чтобы быть ближе. «Что он сказал?» — спросил он Дона Хуана шепотом. «Он сказал, что там в кустах союзник», — ответил тот тихо. Дон Хенаро отполз назад и сел.
Затем он повернулся ко мне и сказал громким шепотом: «Ты гений». Они тихонько засмеялись. Движением подбородка Дон Хенара показал на Чапараль. «Пойди туда, схвати его. Только смотри, не забудь перед этим раздеться. Изгони из этого союзника дьявола». Они затряслись от смеха. Звук тем временем исчез. Дон Хуан приказал мне прекратить думать, но оставить глаза открытыми, сфокусированными на краю Чапараля передо мной. Он сказал, что бабочка меняет свое положение из-за того, что здесь находится Дон Хенаро, и если она собирается показаться мне, то выберет место прямо передо мной. После секундной борьбы за успокоение своих мыслей я опять услышал звук. Он был богаче, чем когда-либо. Сначала я слышал приглушенные шаги по сухим веткам, а затем ощутил их на своем теле. В этот момент я различил темную массу прямо передо мной, на краю Чапараля. Я чувствовал, что меня трясут. Дон Хуан и Дон Хенаро наклонились надо мной, а я стоял на коленях, как если бы заснул в скрюченном положении. Дон Хуан дал мне воды, и я сел, прислонившись спиной к стене. Вскоре рассвело. Чапараль, казалось, проснулся. Утренняя прохлада освежила меня. Это не Дон Хенаро был бабочкой. Мое разумное построение распадалось. Я больше не хотел задавать вопросов, но и молчать мне не хотелось. В конце концов, мне пришлось заговорить. «Ну, если ты был в Центральной Мексике, Дон Хенаро, то как же ты попал сюда?» Хенаро сделал какой-то непонятный и невероятно смешной жест. «Прости», — сказал он мне, — «мой рот не хочет разговаривать». Затем он повернулся к Дону Хуану и сказал, улыбаясь: «Почему ты не расскажешь ему?» Дон Хуан поколебался, а затем сказал, что Дон Хенаро, как потрясающий мастер магии, способен на невероятные дела. Грудь Дона Хенаро выпятилась, как будто слова Дона Хуана надували его. Он как будто вдохнул так много воздуха, что его грудная клетка стала в 3 раза больше. Казалось, он вот-вот взлетит. Он подпрыгнул. У меня было ощущение, что это воздух внутри его легких заставил его подпрыгнуть. Он прохаживался взад-вперед по земляному полу до тех пор, пока, видимо, не совладал со своей грудной клеткой. Он погладил ее и с большой силой пробежал ладонями от грудных мышц к животу, как если бы выжимал воздух через грудную клетку. Наконец он уселся. Дон Хуан улыбнулся. Его глаза светились откровенным удовольствием. «Пиши свои заметки», — сказал он мягко. «Пиши, пиши, или ты умрешь». Затем он заметил, что даже Дон Хенаро воспринимает мое записывание как нечто неземное. «Это верно», — сказал Хенаро. «Я даже подумываю о том, чтобы начать писать самому». «Хенаро — человек знания», — сказал Дон Хуан сухо. «И как человек знания он вполне способен переносить себя на большие расстояния». Он напомнил мне, что однажды, несколько лет назад, мы все трое были в горах, и Дон Хенаро, пытаясь помочь мне преодолеть свой глупый рассудок, совершил огромный прыжок на вершины гор, находящихся в 10 милях от нас. Я помнил это событие, но помнил и то, что не смог поверить в его прыжок. Дон Хуан добавил, что иногда Хенаро способен выполнять необычайные задачи. «В определенное время Хенаро — это не Хенаро, а его дубль», — сказал он. Он повторил это 3 или 4 раза. Затем оба они стали следить за мной, как бы ожидая запоздалой реакции. Я не понял, что он имел в виду под словами «его дубль». Он никогда не упоминал этого раньше. Я попросил разъяснений. «Есть другой Хенаро», — объяснил он. Мы все трое посмотрели друг на друга. Я очень встревожился. Движением глаз Дон Хуан приказал мне продолжать разговор. «У тебя что, есть брат-близнец?» — спросил я, поворачиваясь к Дону Хенаро. «Конечно», — сказал он, — «у меня есть двойник». Я не мог понять, шутят они или нет. Оба смеялись, как два ребенка, празднующих шалость. «Можно сказать, — продолжал Дон Хенаро, — что в настоящий момент Хенаро — это его двойник». Это заявление повергло их обоих на землю от хохота. Но я не мог примкнуть к их веселью. Мое тело невольно задрожало. Дон Хуан сказал жестким тоном, что я слишком ощущаю собственную важность.
«Отпустись», — приказал он. «Ты знаешь, что Хинаро маг и неуязвимый воин, поэтому он способен выполнять дела, которые были бы немыслимыми для обычного человека. Его двойник, другой Хинаро, одно из этих дел». Я онемел. Воспринять все это как шутку я уже не мог. «Для воина, подобного Хинаро, — продолжал он, — произвести другого не такая уж невероятная задача». После долгих колебаний я наконец спросил: «А этот другой похож на него самого?» «Другой и есть он сам», — ответил Дон Хуан. Его объяснение было невероятным, но не более невероятным, чем все, что они делали. «А из чего сделан другой?» — спросил я после минутной нерешительности. «Этого нельзя узнать», — сказал он. «Но если он такой же реальный, как я, такой же реальный, как ты», — вставили в унисон Дон Хуан и Дон Хинаро. Они переглянулись и так смеялись, что им чуть не стало дурно. Дон Хинаро бросил свою шляпу на пол и танцевал вокруг нее. Его танец был сложным, грациозным и по какой-то совершенно непонятной причине очень смешным. Наверное, юмор был в его исключительно отточенных движениях. Несоответствие было таким тонким и в то же время столь заметным, что я скорчился от смеха. «Твоя беда, Карлитос, — сказал он после того, как сел, — состоит в том, что ты гений». «Я должен узнать о дубле», — сказал я. «Невозможно узнать, состоит ли он из плоти и крови», — сказал Дон Хуан, «потому что он такой же реальный, как и ты. Дубль Хинаро такой же реальный, как Хинаро. Понимаешь, что я имею в виду?» «Ты должен признать, Дон Хуан, что существует способ узнать. Дубль — это он сам. Это объяснение должно удовлетворять тебя. Если бы ты, однако, видел, ты бы знал, что есть очень большая разница между Хинаро и дублем. Для мага, который видит, дубль выглядит ярче». Я чувствовал себя слишком слабым, чтобы продолжать задавать вопросы. Я положил блокнот, и на мгновение мне показалось, что сейчас я потеряю сознание. Поле зрения сузилось, став как бы туннелем. Все вокруг было темным, кроме круглого пятна ясной видимости прямо перед глазами. Дон Хуан сказал, что мне надо поесть. Я не был голоден. Дон Хинаро заявил, что он умирает от голода, встал и отправился в заднюю часть дома. Дон Хуан тоже поднялся и сделал мне знак идти следом. На кухне Дон Хинаро положил себе еды, затем невероятно комично начал изображать человека, который страшно хочет есть, но не может проглотить пищу. Я думал, что Дон Хуан сейчас умрет. Он рычал, брыкался ногами, кричал, кашлял и задыхался от смеха. Мне казалось, что я сейчас надорву себе бока. Игра Дона Хинаро была просто бесподобной. Наконец он отказался от своих попыток и взглянул на нас по очереди. Его блестящие глаза излучали улыбку. «Не помогает», — сказал он и пожал плечами. Я съел огромное количество пищи, как и Дон Хуан. Затем все мы вышли на веранду перед домом. Солнечный свет был очень ярким, небо чистым, утренний ветерок освежал. Я чувствовал себя сильным и счастливым. Мы сели треугольником лицом друг к другу. После вежливого молчания я решил попросить их прояснить мою проблему. Я опять чувствовал себя в отличной форме и хотел использовать свою силу. «Расскажи мне еще о дубле, Дон Хуан», — попросил я. Дон Хуан указал на Дона Хинаро, и тот поклонился. «Вот он», — сказал Дон Хуан. «Тут нечего говорить. Он здесь. Ты можешь смотреть на него». «Но он Дон Хинаро», — сказал я в слабой попытке направить разговор. «Конечно, я Хинаро», — сказал он и пожал плечами. «Что же тогда такое дубль, Дон Хинаро?» — спросил я. «Спроси его», — сказал он, указывая на Дона Хуана. «Он тот, кто разговаривает, а я не мой. Дубль — это сам маг, развившийся через свои сновидения», — объяснил Дон Хуан. «Дубль для мага — это действие силы, но лишь сказка о силе для тебя. В случае с Хинаро его дубль неотличим от оригинала. Он воин, и его безупречность выше всяких похвал. Поэтому сам ты никогда не замечал разницы. Но за те годы, что ты его знаешь, ты встречался с оригиналом Хинаро только дважды.
Все остальное время ты был с его дублем. «Но это противоестественно!» — воскликнул я. Моя тревога росла. Я был так возбужден, что уронил свой блокнот, и мой карандаш куда-то закатился. Дон Хуан и Дон Хенаро буквально нырнули на землю и начали разыгрывать процедуру его поиска. Я никогда не видел более поразительного представления театрального фокусника с ассистентом. Разве что здесь не было сцены или декораций, и, скорее всего, исполнители не применяли при этом ловкости рук. Хенаро, главный фокусник, и его ассистент Дон Хуан в несколько секунд извлекли поразительное разнообразие самых невероятных предметов, которые они находили под или за или над любым объектом, находившимся на веранде. В стиле эстрадного артиста ассистент раскладывал предметы прямо на грязном полу. Камни, мешки, куски дерева, молочную флягу и мой пиджак. Затем фокусник Дон Хенаро приступал к обследованию предмета, который он выбрасывал, как только убеждался, что это не мой карандаш. Коллекция найденных предметов включала одежду, парики, очки, игрушку, поварешку, шестерни, мешки, женское нижнее белье, человеческие зубы, сандвичи и предметы религиозного культа. Один из найденных предметов был совершенно отвратителен. Это был кусок высохшего дерьма, который Дон Хуан извлек из-под моего пиджака. Наконец, Дон Хенаро нашел мой карандаш и вручил его мне после того, как торжественно вытер с него пыль полой своей рубашки. Они отметили свою клоунаду криками и смехом. Я оказался зрителем, который никак не мог присоединиться к их веселью. «Не принимай все так серьезно, Карлитос», — сказал Дон Хенаро с оттенком участия. «Иначе ты сделаешь...» Он сделал смешной жест, который мог означать что угодно. После того, как их смех утих, я спросил у Дона Хенаро, что делает дубль, или что маг делает со своим дублем. Отвечал Дон Хуан. Он сказал, что у дубля есть сила, и ее можно использовать для задач, которые были бы невообразимы в обычных условиях. «Я уже неоднократно говорил тебе, что мир неизмерим», — сказал он мне. «Как и мы, как и каждое существо, которое есть в этом мире. Поэтому невозможно постичь дубль разумом. Однако тебе было позволено смотреть на него. И этого должно быть более чем достаточно». «Но есть же хоть какой-нибудь способ говорить о нем?» — спросил я. «Ты сам говорил мне, что ты интерпретировал свой разговор с оленем, чтобы иметь возможность говорить со мной. Не можешь ли ты сделать то же самое с дублем?» Он молчал. Я упрашивал. Нетерпение, которое я испытывал, было ни с чем не сравнимо. «Ну что ж, маг может раздвоиться», — сказал Дон Хуан. «Это все, что можно сказать». «Но осознает ли он, что раздвоился?» «Конечно, он это осознает». «Знает ли он, что находится одновременно в двух местах?» Оба посмотрели на меня и обменялись взглядами. «Где сейчас другой Хенаро?» — спросил я. Дон Хенаро наклонился ко мне и уставился мне в глаза. «Я не знаю», — сказал он мягко. «Ни один маг не знает, где находится его другой». «Хенаро прав», — сказал Дон Хуан. «У мага нет данных о том, что он находится в двух местах сразу. Ощущать это было бы равносильно тому, чтобы встретиться со своим дублем лицом к лицу. А маг, который сталкивается лицом к лицу с самим собой, мертвый маг. Таков закон. Таким образом, все расположила сила. И никто не знает почему». Дон Хуан пояснил, что к тому времени, как воин, овладев сновидением и видением, разовьет дубль, он должен также преуспеть в стирании личной истории, чувства собственной важности и распорядка жизни. Он сказал, что в свое время обучил меня некоторым техникам, которым я умудрился не придать особого значения. На самом деле они были в сущности средством устранить непрактичность обладания дублем в обычном мире. Они были направлены на то, чтобы сделать меня самого и мир текучим, поместив все это за границы обусловленности. «Текучий воин не может больше принимать мир в хронологическом порядке», объяснил Дон Хуан. «Для него мир и он сам не являются больше предметными и плотными. Он — светящееся существо в светящемся мире. Дубль — это простое дело для мага, который знает, что он делает. Записывание — это простое дело для тебя,
но ты все еще пугаешь Хинара своим карандашом. Может ли сторонний наблюдатель, глядя на мага, видеть, что он находится в двух местах одновременно? Спросил я Дона Хуана. Конечно, и это было бы единственным способом узнать истину. Но разве нельзя логически заключить, что маг тоже может заметить, что находится в двух местах? Ага, воскликнул Дон Хуан. На этот раз ты прав. Маг, конечно, может заметить впоследствии, что он был в двух местах сразу. Но это только регистрация. И она никак не соотносится с фактом, что пока он действует, он этой двойственности не ощущает. Мои мысли путались. Я чувствовал, что если перестану писать, то взорвусь. «Подумай вот о чем», — продолжал он. «Мир не отдается нам прямо. Между нами и ним находится описание мира. Поэтому правильно говорить, что мы всегда на один шаг позади, и наше восприятие мира всегда только воспоминание о его восприятии. Мы вечно вспоминаем тот момент, который только что прошел. Мы вспоминаем, вспоминаем, вспоминаем». Он покрутил рукой, как бы давая мне почувствовать, что он имеет в виду. Но если весь наш опыт восприятия мира – воспоминания, тогда вполне естественно заключить, что маг может быть в двух местах сразу. Это происходит не с точки зрения его собственного восприятия, потому что и маг должен вспоминать. Только что совершенный поступок, только что пережитый опыт и события, свидетелем которых он был. В его осознании это является одним единственным воспоминанием. Но сторонний наблюдатель, смотрящий на мага, может решить, что маг действует одновременно в двух различных эпизодах. Маг, однако, вспоминает два отдельных мгновения, потому что клей описания времени больше не связывает его. Когда Дон Хуан закончил говорить, я был уверен, что у меня поднимается температура. Дон Хенаро смотрел на меня любопытными глазами. «Он прав», — сказал он. «Мы всегда на один прыжок позади». Он стал двигать руками, как перед этим делал Дон Хуан. Его тело начало дергаться и раскачиваться, и он отпрыгнул назад сидя. Казалось, у него была икота, и при каждом спазме его тело конвульсивно отпрыгивало назад. Он начал двигаться, прыгая на заду, и доскакал так до конца веранды и обратно. Вид Дона Хинара, прыгающего на ягодицах, вместо того, чтобы показаться забавным, привел меня в такой ужас, что Дону Хуану пришлось несколько раз ударить меня костяшками пальцев по лбу. «Я просто не могу ухватить всего этого», — сказал я. «Я тоже не могу», — сказал Дон Хуан и пожал плечами. «И я тоже не могу, дорогой Карлитос», — сказал Дон Хенаро. Вся эта смесь из усталости невероятного объема чувственных восприятий и того настроения, легкости и юмора, которым была наполнена клоунада Дона Хенаро, была слишком большой нагрузкой для моих нервов. Я никак не мог утихомирить возбуждение в мышцах живота. Дон Хуан заставил меня покататься по земле на животе до тех пор, пока я не восстановил свое спокойствие. Затем я опять сел, глядя на них. «Дубль материален?» — спросил я Дона Хуана после долгого молчания. Они посмотрели на меня. «Есть ли у дубля материальное тело?» — повторил я. «Определенно», — сказал Дон Хуан. «Плотность, материальность — это воспоминания. Поэтому, как и все, что мы ощущаем в мире, они являются только накапливаемой нами памятью. Памятью об описании. Ты помнишь о моей материальности точно таким же способом, что и общение посредством слов. Поэтому ты разговариваешь с койотом, и именно поэтому ты воспринимаешь меня сейчас как плотное тело». Пригнувшись, он слегка толкнул меня плечом и предложил дотронуться до него. Я взял его руку, а затем обнял со слезами на глазах. Дон Хенаро поднялся и подошел ко мне. Он был похож на маленького ребенка с блестящими озорными глазами. Надув губы, он долго смотрел на меня. «А как же я?» — спросил он, пряча улыбку. «Неужели ты не хочешь обнять меня?» Поднявшись, я протянул к нему руки, но мое тело, казалось, застыло на месте. Я был не в силах двинуться. Как я ни пытался дотронуться до него, ничего не получалось. Дон Хуан и Дон Хенаро стояли рядом, внимательно наблюдая за мной. Я чувствовал, как тело сотрясается под неведомой тяжестью.
Дон Хенаро сел и притворился обиженным тем, что я его так и не обнял. Он скреб землю пятками и пинал ее ногами, а затем оба они покатились со смеху. Я весь дрожал, мышцы живота свело от напряжения. Дон Хуан заметил, что я двигаю головой так, как он учил меня, отражая луч света уголками глаза. Он выволок меня из-под крыши веранды на открытое место и повернул лицом на восток, к солнцу. Но к тому времени дрожь прекратилась. Я заметил, что сжимаю в руке свой блокнот, только когда Дон Хенаро сказал, что я дрожал под тяжестью бумаги. Я сказал Дону Хуану, что тело заставляет меня уехать, и, не давая им времени на уговоры, помахал рукой Дону Хенаро. «До свидания, Дон Хенаро!» — крикнул я. «Я уезжаю!» Он помахал мне в ответ. Дон Хуан проводил меня к машине. «А у тебя тоже есть дубль, Дон Хуан?» «Конечно!» — воскликнул он. И тут мне пришла в голову одна весьма пугающая мысль. Я хотел было отмахнуться от нее и побыстрее уехать, но что-то изнутри так и подмывало задать вопрос. За много лет нашего знакомства для меня стало привычным, что всякий раз, когда я хотел видеть Дона Хуана, мне достаточно было приехать в Сонору или в Центральную Мексику, и он всегда был там, ожидая меня. До сих пор я не придавал этому значения, принимая как само собой разумеющееся. «Скажи мне, Дон Хуан», — сказал я, полушутя, — «ты сам-то настоящий или ты твой дубль?» Он наклонился ко мне, улыбаясь. «Мой дубль», — прошептал он. Я подскочил как ужаленный и помчался к своей машине. «Я просто пошутил!» — крикнул мне вдогонку Дон Хуан громовым голосом. «Ты не имеешь права уезжать, ты должен мне еще 5 дней!» Смеясь и гримасничая, они вприпрыжку бежали за моей машиной, пока я выруливал. «Карлитос, вызывай меня в любое время!» — закричал Дон Хенаро.